А сейчас, внимание, перед вами скоро появится совершенно точно самая горячая участница 3-го сезона. Птица, которой не нужно улетать на зиму в теплые страны, потому что рядом с ней даже самой суровой зимой будет жарко. Встречайте, Жар-птица. Боже. Это был самый красивый процесс рождения на моих глазах. Эффектное появление. Невероятно, Ой, какие какая глаза. яркая. Я уже фанат, потому что, во-первых, крылья. А крылья всегда ассоциативно как-то вот у меня... Мне близко это, у меня даже татуировки в виде крыльев. На Евровидении крылья были, все крылья. И поэтому крылья... Рок-фестиваль «Крылья». Рок-фестиваль крылья — это вообще моя стезя и тема. Стезя рок. твоя, да. Ты вырос на этом. Конечно, я там и рос, я там и родился на этом рок-фестивале. Это неизданный факт биографии. да? Неизданный Да, факт, да, да. Ну, смотрите, Жар-птица умеет улыбаться. Посмотрите, какая шикарная улыбка. У нее есть что-то от птицы Феникс нашего шоу-бизнеса, Да. Ты которую думаешь, мы называем Асти. Кстати. Как будто бы, знаешь, движения ног такие, движения И что-то рук. от императрицы, да, Да, определенно. что-то можно? от царицы немножко. Ну, вообще, Каролина так всегда стоит. Ани Лорак, ты имеешь в Да, виду? да, А не да. Лорак. Кстати, может быть. Вот она. Ей вот так подходит вот. такой Ей подходит. Вот она такая вся всегда. женственный. Да. Слушайте, шутки шутками, предположения предположениями, но давайте поаплодируем. Мне кажется, это шедевр наших художников. Абсолютно. Да. Я, кажется, узнал эту улыбку. А я тоже как будто бы узнал. А кого ты У меня предположил? ассоциативно певица Слава. Спасибо, Слава. принимается. А мне кажется, это человек, который очень дорог и близок к Лере. Это Катя Гордон, может быть. Интересно. Нет, похоже, это точно. Внешне Нет, похоже. нет. Очень похоже, вот Внешне, улыбкой да, похоже. Нет, но это точно не Катя. Но я надеюсь, что эта птичка не только красивая, но еще и красиво Голосистая. поющая. Голосистая, как сказал Сергей Лазарев. Поэтому, птичка, пой, не стесняйся, мы готовы наслаждаться твоим выступлением. Это народное что-то. Спит над рекою белый дым. Кадышева какая-то. Сонная вода. Но это не Слава. Туман над будущим моим. Не отыскать нигде следа. И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты. Давай, наша детка, наша юность, давай. На небе не могу. Не завяжу я узелок. Не важно, кто не прав, кто прав. А подарю реке венок из луговых цветов и трав. И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты. Смотри, движения молодые. Найти ее на небе не могу. Корягу, о! Это корягу выучила. Скользит веночек по воде, пересекая лунный свет. А счастье светлое-то где? А вдруг тебя на свете нет? И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты. Но найти ее на небе А Шена не может быть? Может быть. Послушай. Одиноко я стою на берегу. Вижу отражение своей мечты. Но найти ее Молодая, тоже молодая.
И поет жар-птица вдоль ночной воды на шоу «Аватар». Ну, кому принадлежит этот веночек? Мне кажется, что принадлежит этот веночек кому-то очень талантливому и яркому. Дорогая жар-птица, во-первых, спасибо за номер, спасибо за суперхит, который сейчас абсолютно в тренде. А так как «Аватар» в тренде, естественно, и музыка такая же трендовая. Я не могу отвести глаз от этой улыбки, и вот пытаюсь понять, кто же так постоянно улыбается. Вот и взгляд Вот этот. Мастеркову она мне напомнила еще, между прочим. Опа, хорошая версия. Да ты понимаешь, там были... Мастеркова, она может и вот так, и вот так. Мне вот эти Корягу движения, показать. они все-таки напомнят, что кого-то чуть-чуть моложе по поколению. Вот это. Ну, и но- вообще хореографию всю Но выучила. Светка, она жар-птица. душой, так сказать, молода, понимаешь? Это она правда. может вот Но что-то у меня такое. появилась мысль, что это может быть Шена. Певица Шена. Неплохо. Мне нравится эта мысль Слушайте, тоже. певцы, скажите мне, вот народно, вот это Это не сложно? народный звук. Это было не народное звучание, Лер. Все-таки это было поднародное, это было комиковали чуть-чуть. То есть... Да. Но она сделает это как профессиональная певица. Понимаешь? То есть профессиональная певица. Да. Но то, что поет хорошо, да. Но просто она себя пыталась завуалировать под этот звук. Но звук был достаточно узкий, молодой, скажем. Да, не, мне не- кажется, не было что всё равно грудного Это вот этого. скопировать Вы можно узкий и было молодой. легко. А давайте у нее Мы что-нибудь молодые, спросим, узкие. может быть, выдаст себя, так сказать. Жар-птица, красавица, мы восхищаемся тобой. Скажи нам, пожалуйста, а ты замужем? Ой, во-первых, спасибо за молодую. Молодая, все равно. Спасибо за молодую, да. А во-вторых, я не знаю. Она под шофе, что ли? Если только чуть-чуть. Я связок, так сказать. Слава, да? Точно слово. По поведению Слава, по голосу нет. Не, Слава, не. Отвязная, да? Да, отвязная. А это немножко как будто бы стесняется. Я бы предположила, конечно, что это могла бы быть Мия Бойко, но... Она мне- очень боится себя спалить. Вот Ну да, но мне очень кажется, прям. что... У нее голова горит, она уже ничего не боится. Нет. А если смотреть на современных, к примеру, тех же блогеров, есть прекрасная девушка, которую зовут Аня Покров, и она умеет петь народным голосом и делала это неоднократно. Так вот не народный голос-то, в том-то и дело. То есть это закос, да? Закос под народный. Имитация Закос под народного голоса. имитации. Не Надежда Кадышева, не Надежда Бабкина. Нет, но у не- нас не есть другая еще Надежда. одна дива народного жанра, которая появилась не так давно. Это исполнительница песни «Матушка земля» Татьяна Куртукова. Давайте Да. не забывать. Легендарный хит. Уважаемая жар-птица, а вы часто выступаете на сцене? Каждый раз как в первый. Не, ребята, кого-то- она давно кого-то на сцене. напоминает. Нет, Она да. давно на сцене. Одну Мне версию. кажется, недавно. Она давно, не. Это кто-то, кто еще, несмотря на всю ее статность образа, несмотря на весь этот огонь, который в ней находится, там находится достаточно скромная девушка, которая Да. сейчас стесняется и Да. боится отвечать борзо, боится Да. отвечать резко. Это не она, Поэтому Ася. Мне я очень думаю, да, понравилась что это Шена. кто-то, кто вот буквально только-только недавно попал в Оперился. этот потрясающий мир шоу-бизнеса. И, кстати, вот сам выбор этой песни, эта же песня стала действительно трендом буквально несколько месяцев назад, и как раз она подтянула очень молодую блогерскую аудиторию. Поэтому это действительно может быть девушка-блогер, поющая. Блогера, которая Валя обожает Карнавал! эту песню. Валя Карнавал. Нет, Какая? есть еще одна девушка, которая сидела вот там, где сидит сейчас Мария. Ида Галич? Ида, она И поэтому столько её нет роликов в жюри. выпустила под эту песню. Слушайте, кстати, а правда, а что это ее в жюри-то нет? Может, она поет просто? Да. Перестановочка. Короче, среди аватаров ждем Иду Галич и Ирину Понаровскую. Подожди, стоп, подожди. Так, Может быть. Идва сильно. Ну ты что, загорелась-то, мать? У нее движение очень плавное, она вся вот такая очень Да, вот плавная. это какая-то нежная, Да. нежная женщина. Вот пусть эта нежная, плавная женщина отдохнет уже немножко от наших разговоров, потому что для нее сегодня был стресс. Спасибо за твой красивый веночек. Жар-птица.